Шли к главному бою сегодняшнего вечера. Принципиальное сражение, Арсен, салам которое алейкум, с зародилось севера, за порогом 3 нашей Дагестана. организации. От души, Но Арсен. финальная точка будет поставлена здесь и сейчас. Скандально известный, в нарядах прелестный, отважный и самоуверенный Дмитрий Кузнецов по прозвищу Анубис. Всегда с интересом ожидаем, как же Димон выйдет в ринг. Поднимается, как из глубин, из самого ада, самой бездны. Неторопливой походкой, словно в слоумо, Дмитрий Анубис Кузнецов. Больше шуму Анубису! Куртка красная, шлем блестит. Что же золотому? Он сможет ли... Большим андердогом Анубис выходит на этот бой, но, как он сам рассказывал, есть мотивация в плане победы в этом бою. Многие задаются вопросом, по зубам ли Анубису такой серьезный соперник. Но перед ним самим Асланбек, братуха, от этот души. вопрос отсутствует. Он верит в себя и готов бросить вызов любому, как на словах, так и в ринге. Ведь, как говорит он сам, как доказать, что я лучший, если я не буду драться с лучшими? Его рост 172 сантиметра, вес 70 килограмм, и ему 27 лет. Ну а главным вызовом для него сегодня станет один из лучших бойцов нашей организации, вне зависимости от весовой категории. Ведь это никто иной, как Тимур Мусаев по прозвищу Золотой. Опа! А мы думали, это он где-то одел капюшон. Нет! Золотой выходит по-простому, как всегда, на лице, на его жесточайшая самоуверенность. Отец снова будет в углу Золотого в этом бою. Прилетел из Махачкалы к своему сыну на бой. Тимур недолго отдыхал после чемпионского боя и при первой же возможности вернуться в ринг, готовый вновь пройти претендентский путь и забрать то, что, по его мнению, принадлежит ему. Трехкратный чемпион и капитан России по кикбоксингу среди юниоров, победитель первенства мира, 10-кратный чемпион СКФО, 17-кратный чемпион Дагестана и чемпион ЕФО по рукопашному бою. Его рост 172 сантиметра, вес 66,8 килограмм, и ему 24 года. Давайте в последний раз, как следует, пошумим перед главным боем. На пресс-конференции Денис Цыденко немножко повздорил с Тимуром Золотым и сказал, что не будет судить этот Магомед бой, передает салам Марику по-братски. Все-таки лучший Запорожье, и Украине, основной привет. рефери Коля, должен судить немец, основной привет бой и тебе, брат. нашего Спасибо за сегодняшнего твою... вечера. Украине Так вот, огромный я привет, рассказывал Запорожье про особенно. мотивацию Анубиса. Рассказывал в одном из интервью, что ждет его семикратная сумма, если сейчас он выиграет Золотого. Но мне кажется, сейчас начало боя ждет больше Золотой. Смотри, как порхает, летает на ногах. Сейчас будет разбирать, чувствую. Судья И готов. играть. Судья готов. Поехали, Анубис уже в стойку. Судья готов. Первый раунд. Поехали, ребята, последний бой сегодняшнего вечера. Начинает Золотой сразу работать в челночке. Двигается на ногах. правосторонней стойки работает. Чувствует Золотой дистанцию, сразу... проваливает, хоп! Проваливает, хочет давать апперкот, меняет стойку. Но Анубис меняет стойку. Жесточайшими ударами входит.
Слушайте. О, точно левый в челюсть. Да, Но не прямой. стал отсчитывать Денис. Промахивается Анубис. Зал скандирует золотой. Тимур идет вперед. Сейчас еще один, чувствую, прямой. Но в корпус посматривает. Осматривает корпус, но будет бить голову. Золотой не Не так прост. уверен, не уверен. Сейчас посмотрим. Разножки бьет вправо. О, жестко Попадает заходит Анубис. боковым на выходе и на ногах упорхнул куда-то в другую сторону. Не пасует Анубис перед натиском такого опытного оппонента. Но пока у него не получается ему ответить ударом. Играет Тима, ждет момент для нанесения удара с левой руки. Проваливается Анубис. О, точно. Попадает левый апперкот. Еще раз в корпус. Нацелен. Тимон на удар с левой в корпус прямой. Все мы это видим и чувствуем. Широко держит локти Анубис, вызывая его туда. И прямо в эту брешь залетает левый кулак Золотого. Прекрасно продолжает работать на ногах. Развивает, работает джеб. Дима Анубису пора пробовать работать первым номером, потому Дима что... двигается. О, точно в челюсть слева. Еще она, жесточайшая двойка прилетает. О, начинает свои атаки Молодец, Дима. Решил отдать на ближний. Пошел размах. Хотя пропуск был 10 хороший. секунд. Попадает там Тимон и продолжает опять играть. Но заметь, когда Дима идет в атаку, все-таки Тимур не так сильно его наказывает в ответ. Может быть, стоит Анубису больше пытаться работать первым номером. Надо, потому что видно, Братцы, что Золотой ставьте лайки на не трансляцию. нацелен на Хочу, рубку. чтобы вы как Нацелен на следует игру. поддержали Дмитрия Анубиса, потому что никто не ставил на него в этом бою и не думал, что он дойдет до второго раунда. Принимал тяжелые попадания очень слева Анубис, но оставался на ногах. Жесточайшая держалка. Вот эта двойка прямо в челюсть прилетела. Она была жестокая, но он устоял. Опять же, широко стоит Наклоняйся туда, Дима. воду левую, сейчас будет Надо бы падать. больше боком стоять, иначе можно на канвасе во втором или в третьем раунде побывать. Хочу также заметить, что у Димы Анубиса очень колоссальная разница в длине рук. Одна рука длиннее другой, там, по-моему, чуть ли не на 20 сантиметров. Да, и именно поэтому для Тимура является предпочтительным удар прямой в корпус, сильнейший своей левой руки. Потому что у левшей это коронка, а тут еще Поддержим Анубиса! и такая воронка. Второй раунд. Капа. Второй раунд главного события. Файт. Пошла опять игра. На ногах работает Золотой, хороший джеб от Анубиса. Анубис красавчик. Пошел Дух- работать первым номером. Да, духа ему не занимать, никакого уважения не отдает своему сопернику. Но справа не может дотянуться. Кидает слева, но пролетает в миллиметрах от Золотого. Опять прямой в корпус. Все-таки видно, когда он начинает бить, потому что, видимо, он Готовит его. Ох, все-таки прекрасно. боится встречных ударов Анубис сейчас. Делает это он правильно, потому что левый прямой там может залететь такой, что не хотели бы пропустить и мы с тобой. Играет Тимон, двигается на ногах. Есть размер. Попал, молодец, Дима. Вот это размер. Молодец, Дима, пошел отвечать, посмотри. Не стал заднюю давать. Красавчик. Главное сейчас не поддаваться эмоциям. Может быть, Диме это и на руку как раз. Да. Но Золотой остается спокойным, работает в челноке. Выбирает левый прямой в корпус или в голову нанести. Диме пора начинать работать. Выбирает корпус. Ох, закидуха не долетела. Надо бы по прямой лучше Тимону попробовать ударить. О, точно Дима справа. попадает. О! Что мы видим? Точное Вот это попадание. да! Я в шоке. Правый прямой зашел. Я в шоке. Зал включает. Поддержим Анубиса! Вот это Дима! Стоп. Пропустил и так отдал, что на канвас отправил Тимона. 10 секунд. Да. Смотри, собран, смотрит в точку, Дима идет вперед. Жесткая рука, пропускает навстречу. Дима пошел вперед. С апперкотом пытался Да. пройти все. Я, ребята, вам скажу, что нас ждет третий раунд жесточайший. Хотелось бы увидеть все-таки коэффициент. Вот
на этот момент, Да, потому что давай посмотрим. Один раунд Золотой дрался в прошлом бою, здесь уже пошло в третий. Такого исхода не ожидал никто. Вообще. И я думаю, надо предпоследним раундом поддержать всех самым мощным образом. Вот это сюрприз! Вот это сюрприз, ребята. Сейчас, я думаю, Хороший бой, самолюбие ставьте Тимура лайки. Золотого очень сильно будет уязвлено. И он уже не будет играть, а больше пойдет долги чести отдавать. Но вы видели? Все может быть, потому что это кулаки. И даже многократный чемпион может упасть от кулака простого парня. финальный раунд. Искандар Зияев с интересом наблюдает этот бой уже у сена. Снова в правосторонней стойке. О, вы посмотрите! Дима как идет вперед, молодец, сразу же после двойки идет вперед, сыпет удары. Проваливаться стал Золотой. Кажется, чуть-чуть качнул его сейчас Дима попадание. Начинает работать вторым номером Золотой. Да. Что? Да, Золотой подскользнулся, но удар-то там был. Много движения, много риска подскользнуться, но надо идти вперед, работать двойки. Вернулся в свою стойку Золотой и начинает разбивать джебом. Давно пора возвращаться к старой работе. Жесткие двойки, в голову, в корпус. Но там Дима готов перехватить. Посвятился. Хорошо перехватил, попал левым сбоку. Ну, Дима. Не пасует Диму у стены, начинает также работать в ответ. И точно, хочу заметить, точно попадает. О, точно Попадает попадает. справа, посмотри, Дима пропускает Барнуста. левую навстречу, но идет вперед. Ну посмотри, какой взгляд у него, он смотрит в точку. Он ищет момент, он идет вперед, зал. Приходит жестко, низко коня. Золотой подскакивается и пропускает одновременно с этим ударом. Работает, идет Дима вперед, попадает. Золотой теряется на ногах, а ну идет вперед. Восьмой, Золотой бьет положение, сидя. Да, ребята, что мы с На вами нервах видим? ударил сейчас Дима, еще один лишний удар. Остается Такие нервы 15 просто секунд. зашкаливают. Этого не мог ожидать никто. Остается 15 секунд. Дима идет вперед. Золотой продолжает двигаться на ногах. Проваливается. Пошел Нападает разбил Дима. на последних Попадает секундах. близ дистанция. Жесткая рубка. Кто бы мог ожидать? Что? Мисс-матч, как все говорили, это будет. Просто я в шоке, ребята! Мы с вами все, большинством, 90%, и я были неправы. Это просто пить. Друзья, Что мы с вами подпишитесь в сейчас Телеграм. увидели? Как я говорил, завтра будет Простой турнир парень дневника уличный, Хача. Дмитрий Анубис, Трансляция на которого не ставил бесплатно, никто, в который которого не стоит верил он платно. никто. Мы его покажем, мы уже купили Выскочил ее. против Ссылка в многократного Телеграме в описании. чемпиона и показал то, что мы не забудем. Там Харитонов будет драться. Тут мы Америка видим против перепалку России вроде Искандара и называется. Золотого. Ну, я считаю, что нужно дождаться решения судей, потому что Да. Посмотрите, собирает записки Денис Сиденко. Сейчас будет вы пока не оглашение видите, идет результатов. жесткая перепалка Золотого и Искандара. Рядом Чибис успокаивает их, все, пошли улыбки. Все Но нужно договорились. дождаться официального решения сейчас. Золотой показывает что-то на руку, может имеет в виду, что он ее как-то повредил. Это просто. Ребята, я не знаю. Это жизнь. Ни одни постановочные бои, ни одни театральные представления, которые вы можете увидеть на YouTube, не повторят вам реальной жизни, реальных боев, которых мы видели с вами сегодня, которые мы видели с вами сейчас. Жизнь прозаична, и все в ней критично, и может случиться всякое. Да, ребята, я не знаю просто. Смог Анубис мало того, что дать бой, но закатили они просто сумасшедшую рубку, а теперь уже даже в замешательстве над тем, кому вручат. У меня решение по этому бою, честно говоря, свое есть. Но я его скажу уже, как оно совпадет, не совпадет. Неожиданное для меня самого решение.
Жесткий гул идет. Музыка ревет. Судьи очки посчитали. Дани записки передали. Парни в углах стоят. Решение судей услышать хотят. Затягивают интригу этого матча. Бойцы на середину. Слышим разные варианты. В этом сенсационном бою у нас есть победитель раздельным решением судей. И это Тимур Мусаев по прозвищу Золотой. Апсета не случилось, но насколько Анубис оказался ближе, И чем мы- он должен был быть, чем все думали. Да уж, и мы ждем, ребятки, когда бой выйдет, ваши реакции в комментариях. Что вы Что увидели, думаете что вы по счет думаете? победы? Не все так однозначно и в этой сложной жизни так прозрачно. Засудили, да? Давайте послушаем сейчас ребят, которые закатили отличную рубку. Тимур, Ух, было много разговоров об этом бое, много ставок, но я думаю, никто в итоге не угадал, что он будет складываться именно таким образом. Возможно, никто, кроме Анубиса. Это было твое возвращение, что ты нам скажешь? Друзья, добрый вечер, всех приветствую. Спасибо сопернику моему. Бой на коротком уведомлении, тяжелая весогонка, ты сам видел. И в первом раунде сломал я, походу, вот эту кость. И чуть больно было бить. И на самом деле все говорили уронить. План был обыграть тактически, я это сделал. Я считаю, я нормально обработал его. Теперь такой вопрос, Дим, смотри. Ты не сделал вес. Я сказал то, что 10% возьму, 20% тебя оставлю. Помнишь, если мои слова? Скажу так, мне эти 10% не нужны. Я слышал, тут парень с Литвы давал деньги на лечение, который девочка болеет раком. Пускай эти деньги отдашь ты ей, и не будет небольшим уроком, что нужно делать вес. Вот скажу так. Всем спасибо большое, кто болел за меня. Хотел бы обратиться к вам, зрители. Мы бьемся ради вас, стараемся ради вас всех. И хотим, чтобы было немного к нам отдачи. Поддерживайте нас, не хейтите. Мы стараемся как можем. Ну и организации Топ-Дог благодарность. 64 килограмма, я иду дальше. Всем спасибо, Дим, тебе тоже. Ну а теперь давайте дадим слово герою сегодняшнего вечера, на которого никто не ставил. аплодисменты должны из диванов сейчас доноситься, на мой взгляд. Я думаю, это победа для тебя сегодня, своего рода. Плюс у нас был с тобой разговор в раздевалке, где я тебе говорил, что можно вырубить любого и падает каждый, но ты, видимо, решил мне доказать, что ты не из их числа, потому что ты пропускал очень тяжелые удары в голову, но всегда оставался на ногах и даже не упал в нокдаун. Скажи нам, что ты думаешь о том, как ты провел этот поединок сегодня? Всех приветствую, зрителей, собравшихся сегодня здесь. Спасибо вам, то, что вы поддерживаете нас и поддерживаете эту огненную атмосферу, ради которой мы тут бьемся и не сдаемся, и идем до конца. Не обессудьте то, что я взял маску плохого парня и всячески пытался подогреть этот бой. Я думаю, это было в интересах каждого из нас. Больше зрителей, больше популяции этому спорту. Я постарался выложиться на максимум, несмотря ни на что. Да, подтвержу, Тимур дал мне поблажку, я не смог сделать вес по состоянию здоровья, но он пошел навстречу и не отказался от боя. И дал мне сегодня возможность показать то, что я непосредственный спортсмен. Я выстоял, я показал, что я могу. Сегодня не получилось, он был лучше. Ничего страшного, я на этом не остановлюсь, я вам отвечаю. Мы ждем тебя еще. Дмитрий Кузнецов, Анубис.
и Тимур Мусаев золотой закрывают наш сегодняшний вечер. Всем спасибо, до новых встреч!